Фантастическое растение по обилию пышных соцветий яркой небесной окраски. Друзья, если вы так же, как и я, любите в саду самые разные насыщенные оттенки синего цвета, обратите внимание на этот декоративный кустарник. Называется он цианотус или краснокоренник. Этот кустарник несет в ваш сад море синих красок и приятный аромат. Хочу отметить, что чем старше куст, тем обильнее будет его цветение. Но для этого краснокоренник не стоит высаживать в тенистых местах. Подберите ему самое солнечное расположение в вашем саду. С годами ветви цианотуса сильно разрастаются, приобретая разветвленную форму. Это растение очень пластичное и хорошо поддается стрижке. Цианотус можно формировать как вам угодно. Он будет расти в виде деревца или раскидистого кустарника. Очень живописно выглядит в садовом ландшафте. Цветение краснокоренника начинается примерно в июле, а заканчивается в сентябре, хотя во многом это зависит от вида. Например, вечно зеленые представители цветут весной в начале лета или в августе и в начале осени. На солнечном месте цветение будет более яркое, обильное и длительное. Цианотус – это море синих красок в саду. Разные сине-голубые оттенки его соцветий придают летнему саду особое очарование, умиротворение и ощущение воздушности. Такой довольно редкий для растений цвет невероятно освежает сад, наполняя его приятной прохладой и визуально расширяя пространство. Соцветия не только украсят участок, но и наполнят его своим упоительным ароматом. При хорошем уходе цветов цианотуса бывает так много, особенно в пик цветения, что не видно даже его ветвей и листвы. Это растение еще называют калифорнийской или американской сиренью и нью-джерсийским чаем. Если вы хотите с годами создать на своем участке яркий синий-голубой акцент, приобретите в свою коллекцию цианотус. Палитра его пышных соцветий переливается нежно-голубыми, синими и ультрамариновыми оттенками, хотя есть сорта с белыми и розовыми цветами, как у цианотуса Марии Симон и Pearl Rose. Листва краснокоренника тоже имеет привлекательный вид. У вечно-зеленых представителей они более плотные и глянцевые, но меньше по размеру, чем у листопадных. Кусты синего цианотуса будут фантастически красиво смотреться на фоне растений с золотистой окраской кроны, например, с японскими спиреями, золотистыми туями, пузыреплодником сорта лютеус и другими декоративно-лиственными и цветущими культурами. Очень жаль, что в садах средней полосы краснокоренник встречается довольно редко. Его природный ареал – Северная Америка. Это растение разделяют на несколько видов – листопадные и вечно зеленые. Так вот, в садах средней полосы лучше выращивать цианотус листопадный. Он считается более зимостойким. Несмотря на довольно капризный нрав этого кустарника, очень сложно от него отказаться. Взрослый цветущий краснокоренник завораживает своим буйством синих цветов. И будьте уверены, что если вы приобретете его в свою садовую коллекцию, ваш цианотус будет всегда в центре внимания. И заметить такое роскошное море соцветий просто невозможно. Но чтобы вырастить у себя эту красоту, саженцу необходимо подобрать хорошо освещенное и защищенное от холодных ветров и сквозняков место. За цианотусом придется ухаживать. Хоть его и называют американской сиренью, но в отличие от сирени настоящей, он довольно капризный. Саженцы покупайте только в проверенных питомниках или садовых магазинах. Высадку лучше проводить в весеннее время. Участок подберите на южном расположении. Отлично подойдет южная стена или высокий забор, которые будут прикрывать цианотус от холодных ветров. Почва должна быть не только плодородной, но и легкой. Участки с высоким залеганием грунтовых вод краснокореннику не подходят. Это растение не терпит переувлажнения. Цианотус достаточно засухоустойчивый. Взрослый кустарник хорошо выдерживает даже длительную засуху. А вот молодые растения, особенно после посадки, вам придется своевременно поливать. Стоит отметить, что наиболее неприхотливыми в выращивании являются американские листопадные гибриды. Эти растения также более зимостойкие и выдерживают морозы до минус 23 градусов. Вечно зеленый цианотус имеет зимостойкость в пределах минус 17-19 градусов. Однако чем старше куст, тем более он становится адаптированным к условиям произрастания.
Хотя в садах средней полосы на зиму основание куста лучше высоко мульчировать. Для этой цели хорошо подойдет нейтральный торф или опавшая листва деревьев, листья которых долго не перегнивают, например, дуба, клена или березы. Молодые саженцы можно укутать двойным слоем плотного белого спанбонда. Стоит отметить, что все виды цианотуса прекрасно переносят даже самую кардинальную обрезку. Если после неудачной зимовки надземная часть сильно обмерзнет и вам придется ее полностью удалить, куст все равно отрастит прикорневые побеги. Главное – сохранить в зиму корень растения. В этом вам поможет мульчирование. Этот эффектный кустарник стоит того, чтобы за ним поухаживать. Таких ярких красок и множество очаровательных пышных соцветий, от лазурных оттенков до цвета индиго, надо еще поискать. Тем более, что краснокоренник отлично сочетается с самыми разными декоративными растениями. Просто фантастически он выглядит на фоне хвойных и желтолистных многолетних культур. Но и сам по себе цианотус тоже выглядит привлекательно, создавая яркое синее пятно в садовом ландшафте. Очень привлекательно смотрится краснокоренник, сформированный в виде деревца на фоне зеленого газона. Из посаженных на близком расстоянии саженцев со временем легко сформировать плотную живую изгородь, любоваться которой вы сможете даже издалека. И заметить такое буйство красок очень сложно. Калифорнийская сирень идеально украсит вашу зону отдыха. Вы будете наслаждаться не только видом ее синих соцветий, но и приятным ароматом. А для тех, кто не уверен, что сможет сохранить этот кустарник зимой, попробуйте выращивать цианотус в объемном контейнере. Поздней осенью его заносят в прохладное помещение или в зимнюю теплицу. Учтите, что зимовка краснокоренника должна проходить в холодных условиях. Растение должно отдыхать, иначе никакого цветения от него в следующем сезоне вы не дождетесь. Имейте также в виду, что вечнозеленые виды должны зимовать в помещениях с доступом света. Контейнерный саженец потребуется чаще поливать и подкармливать. Полный комплекс минеральных удобрений необходимо вносить не менее одного раза в сезон. На дно горшка обязательно уложите дренаж. В грунт лучше добавить перепревший компост, речной песок и дерновую землю. Такими вазонами с американской сиренью можно украсить самые разные места. Например, террасу, придомовую зону или место отдыха. Только не ставьте контейнеры с цианотусом там, где будет стекать на него вода. Например, это участки под стоками крыш. В тени также нет смысла его располагать. Обрезку краснокоренника проводят ранней весной. Укорачивают прошлогодние побеги, что будет стимулировать их ветвление и более обильное цветение. Сухие, не перезимовавшие и старые ветви полностью удаляют. Если вы захотите размножить свой цианотус, то можно посеять его семенами или начеренковать. Семена потребуется перед посевом стратифицировать в холодном месте не менее месяца. Также учтите, что сеянцы могут не повторить декоративные признаки материнского куста. Гораздо проще размножить краснокоренник вегетативно. Самый легкий метод – это пригибание к земле и укоренение нижних боковых веток. Также взрослый куст можно поделить или начеренковать. Калифорнийская сирень не только порадует вас своим непревзойденным цветением в сине-голубой гамме, она является азотфиксирующей культурой, которая со временем улучшает состав почвы. Рядом с этим кустарником хорошо себя чувствуют многие растения. Кстати, корни краснокоренника имеют алый цвет, за что он и получил свое название. Уверена, что приобретя в свою коллекцию цианотус, вы нисколько не пожалеете. Такую редкую красоту не часто увидишь в наших садах, тем более что синий цвет для нас, садоводов, особенно желанный. Друзья, большая к вам просьба, поделитесь своим опытом. Какие еще растения с такой насыщенной небесной окраской вы можете посоветовать? Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. А если это видео было хоть немного вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.